Кого не оказалось. Так что посмотрим. Так, сколько еще времени? Еще немножко есть. Следующий. Имеет ли для значения, надо было этот вопрос как раз получится, что сегодня последний, потому что времени уже, мучения ваши заканчиваются. И помучаю вас напоследок жутко, очень жутко. Это вы не представляете, как жутко. Имеет ли значение для развития сущности системы питания, вегетарианство или сыроедение? Ну, вы знаете, вегетарианство в большинстве случаев вообще отрицательно. Когда мне говорят, что вот мы не можем убивать животных, потому что они живые существа, а вот растения специально Богом созданы, чтобы мы их жрали. А кто спросил растений, что они будут по этому поводу? Извините, а что, растения мертвые существа, да? А извините, а плоды это что, не дети растений? Ага, да. Дело в том, что вы знаете, для чего плод существует вокруг семечки? Знаете, для чего, да? Нет. Для того, чтобы этот плод апельсина упадет на землю, мякоть, секундочку, мякоть сгниет и создаст ту почву для того, чтобы семечко проросло и росло очень хорошо. Так что никакого отношения, чтобы его кушали, растение не придумывало. Во-первых, секундочку, даже подумайте, логично. Когда появились растения, когда появились животные, что появилось первым? Никаких животных не было вообще. Так вопрос. Понятно, да? То, что растения стали бороться, чтобы им выжить, и все-таки их дети смогли прорасти, они стали приносить плодов гораздо больше, чтобы такие дураки, как мы, сожрали. А все-таки хоть что-то дошло и проросло, и стали присваиваться условия, когда появились хищники, которые поедают, травоядные, тоже хищники, они едят траву, но они едят растения. А чем растения не живые существа? Поверьте, они им могут чувствовать, у них есть сознание и много чего другое. И смерти они тоже не любят. Просто, понимаете, все ловит то, что человек привык, у животных есть глаза, уши, рот, все ближе к нам. Значит, их убивать плохо, а растения можно. Потому что глаз нет, нет. Слезы не капают, как у теленка, когда убивают, да? Ушей нет. Невозможно, действительно, у животных, вот, мне приходится наблюдать, вот, когда вот животное же курица, вот, когда ее ловят для того, чтобы в суп отправить, даже курица чувствует, у них глаза другие, а животные, то, что коровы, телята вообще, у них действительно не чувствуют. Хозяин может водить свою корову 1000 раз, все будет нормально, но они телепатически воспринимают, что их ведут на убийство. Телепатически. Коровы даже. И не только коровы. И вот когда тот же самый хозяин, который каждый день кормил, потом ведет, чтобы забить корову, у коровы начинает капать слеза из глаза. Потому что она знает, что ее ведут на убиение. Но у растений, у них просто нет глаз, чтобы капать слезами. Только и всего. Поймите следующее. Я не говорю, что хорошо, что мы должны поедать кого-то, так? Но законы жизни таковы, что, допустим, мы не можем существовать, если не поглотим другую биомассу. Правильно? Правильно. Вопрос в том, что мы не должны делать, что неправильно. Вот убийство ради убийства – это неправильно. Когда охотятся ради спортивного интереса. Убивать просто, чтобы убить. Но если вы берете то, что вам нужно для своей жизни, вы не нарушаете законы природы. Хотя есть определенные, вы получаете через мясо определенное наказание, потому что, когда убийство происходит, вырабатываются определенные яды, адреналин перерабатывает, трупный яд, понимаете, да? И когда он попадает в наше тело, он сокращает срок жизни нашей.
То есть и растения то же самое делают, яды вырабатывают, чтобы животные, травоядные, не очень долго жили. Потому что если они будут, чем дольше живут они, тем больше массы они съедят. И чтобы поменьше жили, они вырабатывают разные яды, чтобы съевшие их побыстрее загнулись, тогда меньше будут пожирать их. То есть, но это законы природы естественные, это не есть паразитизм. Но могу сказать, человек – всеядное существо. Если человек, особенно ребенок, не получает белки животные, между прочим, те, кто это занимался, когда детей своих выращивают на вегетарианстве полном, дети и физически, и умственно отстают очень сильно. И рахитизм развивается, и многие другие патологии и так далее. Поэтому дело не в том, что вы едите, а в том, что нужно действительно помнить то, что убийство ради убийства. Вы говорите, вот плод взял, я же его не убиваю, я его кушаю, да? А червячок, который кушает потом ваше тело, когда вы положите его куда-то, он тоже говорит, я же его не убиваю, это кушаю, да? Или волк, который горло перегрызает вам тоже, он тоже говорит, я же не убиваю, я только кушаю, правильно? Понимаете, вот это неправильное разделение животного мира, что вот этих можно жрать, а этих нельзя есть, потому что они такие, это ошибочно. Поэтому пока мы вынуждены находиться в телах, которые не могут обходиться без биомассы, которую мы должны поставлять, если мы не будем есть, человек умрет. Любое существо живое умрет. Правильно? Правильно. Есть такой забавный случай, перед завершением сегодняшней встречи скажу. Есть такое самое маленькое теплокровное существо, это русская мышь называется. Слышали такое? Его долгое время не могли это существо поймать живьем. Знаете почему? Что их ловили, но всегда, когда приходили, находили мертвыми. Потому что размеры этого существа, этой русской мыши, меньше спичечного коробка. И поверхность кожи и объема тела, поверхность кожи такая огромная, что это существо должно непрерывно есть. Если оно не поест несколько минут, она начинает замерзать и умирать. Забавно? Вот представьте, такое существо, которое постоянно ест непрерывно. Просто чем больше размеры, тем соотношение объема поверхности меньше. Понимаете, да? И тем меньше потребность пищи на объем получается. А чем меньше размеры, тем поверхность больше, и тем больше потребность пищи, потому что потери огромнейшие тепла. Ну вот, получается, что существо самое у нас мерзкое существо здесь, получается, это русская мышь, потому что она живет постоянно. Стоит только прекратить есть, она тоже помирает. Это реальный факт. Я когда прочитал, это мне было очень любопытно, потому что когда находили, всегда находили в ловушках мертвые существа. Пока не поняли, что случайно наткнулись, когда только попалась, она была живая. Так что есть можно все, что угодно. И я бы рекомендовал человеку слушать свой организм. Организм всегда лучше всяких диет знает, что ему нужно в данный момент. Вот когда что-то хочется, значит, организму нужны данные вещества. И нужно ему дать. Потому что если даже хорошие вещества вы даете чересчур много, то они являются вредными. Потому что организм усвоит только то, что он может усвоить. А все лишнее является, в принципе, ядом. Хотя хороших, казалось бы. Почему? Потому что химические молекулы и вещества, которые мы получаем с пищей, они не имеют разума, они химически взаимодействуют в наших клетках, независимо от того, нужно сейчас это взаимодействие или нет. Если нужно 10 молекул, к примеру, в клетке, так, а в клетку попало 1000, вы что думаете, 10 молекул будет реализовано, а остальные 990 будут ждать своей очереди, когда завтра придут, чтобы их очередь, чтобы, знаете, как поступить? Конечно, нет. 1000 молекул будут взаимодействовать, поэтому даже хорошие положительные вещества для организма, если их очень много, то они являются ядом, а не пользой. Поэтому вот если вы будете слушать свой организм, всегда давать ему то, что ему нужно сейчас. Потому что организм вас лучше знает, что вам нужно сейчас. Вот если научитесь слушать себя, вы будете давать ему то, что нужно, вы будете обеспечить то, оптимально подавать те вещества организму, которые ему нужны для баланса. А для развития вегетарианство может привести к тому, что
Какое животное считается самым не очень умным? Нет. Баран. Овцы, да? Понимаете, травоядные животные, развитие мозга у них очень замедлено. Знаете почему? Потому что растения вырабатывают вещества, убивающие животных, и эти вещества очень сильно влияют на развитие мозга. Именно поэтому растительные животные особым интеллектом не блещут, особенным. А лошадь? Я говорю, большинство. Не все, просто каждое животное имеет еще другие комплексы. Это же уровни развития, множество уровней. Но, тем не менее, большинство животных, растительноядных, они действительно достигают большого развития интеллектуального. У лошадей огромный мозг. Обезьяны всеядные, большинство из них. Нет. Большинство, особенно человекоподобные обезьяны, они всеядные. И не только яйца птицы едят, и жуков, и даже маленьких животных, если попадаются, тоже. То есть человекоподобные обезьяны, которые не являются нашими предками, между прочим, как нам не пытались навязать, они не являются нашими предками. Не потому, что мы такие уже крутые, что-то, и так далее, что мы лучше обезьян, да? Дело не в этом. Просто факт, что они не являются нашими предками. Так вот, они тоже всеядные. И даже вот структура строения зубов человека, если вы изучали, в школе в свое время мы хорошо изучали зоологию, и там четкая характеристика хищников, структура зубов, травоядных и всеядных. Так вот, наличие небольших клыков и отсутствие развитых резцов говорит, что человек относится к всеядным, то есть он пользует и ту пищу. Поэтому для нас является нормальным и то, и другое. Потому что наш организм приспособлен и создан именно для такой пищи, как растительной, так и мясной. Хотя, опять-таки, разницы тела животных, тела растений ничем не отличаются. Они и те, и другие живые существа, живые организмы. И которые не создают ни себя, ни своих детей для того, чтобы их пожирал какой-то дурак в виде меня.